Что, идем на посадочку? Привет, мои хорошие. Дух авантюризма в нас еще не пропал. 7 января в 9 утра я оказался в полной экипировке на Финляндском вокзале. Температура за бортом минус 22 градуса по Цельсию. И я иду на ласточку до Выборга с высадкой на станции Канельярви. Желаем вам приятной поездки. Вообще, ласточки в Выборгском направлении — это отдельная песня. Если простые электрички идут 1,5 часа до Канельярви, мы добрались всего за 45 минут, что вполне себе комфортно. Тихо потягиваясь в кресле, посмотрел на табло, и моему удивлению не было предела. Там отображалась скорость 155 км в час, что непривычно для большинства электричек. Ну что, идем? Идем? Вдохнув морозного воздуха после электрички, наш путь пролегал через железнодорожный поселок при станции Канельярви. Свернув на лесную полосу, открывается лунный ландшафт. Слева и справа относительно дороги большие, выше меня ростом, уже высохшие стебли борщевика. На несколько частей, вот это будет самый лучший вариант, потому что там в середине она должна быть сухой. Добрались успешно до озера Победного, нашли приятную полянку, расчистили ее, собрали близлежащий валежник, получили мастер-класс по розжигу костра. Не знаю, кому как, а для меня костер то, что дарит мне тепло, куда я могу смотреть целыми часами и не уставать. Особенно кайф ощутить тепло костра, пройдя многие километры по холоду зимой. GoPro ваш функционирует.
Любите кардионагрузки? Мы тоже их любим. Поэтому поднялись по крутому склону, взрываясь ногами в рыхлый снег, но это того стоило. Перед нашим взором раскинулась красивейшая вилла Ялмара-Крузели. Но красивой она была лет 100 назад. К сожалению, полы провалились, стены накренились, дали трещины, арматура проржавела, а на верхних этажах растут ели.